Вот пример, собственный пример зомбирования. Включил Рыбникова и сам начал ошибаться. Сейчас. Вот он. Вот он, ток в проводе. В нем заряды стоят, и они повернуты навстречу. Заряды стоят. Там в проводе нет заряда. Вот машинально сам себя зомбировал, да? Достаточно, чтобы самого себя зомбировать, достаточно послушать Рыбникова. Значит, на самом деле, вот он провод. Никаких зарядов здесь нет. Здесь есть атомы. Вот они. Атомы – это медный провод, вот он. Вот в каждом атоме есть ядро. Вот если этот медный провод имеет электрический ток, значит в нем ядра атомов повернуты. В данном случае повернуты вверх. Вот он, вверх повернуто. Вот так лучше видно. Значит, вот это северный полюс, это южный. В этом атоме тоже будет вверх повернутый, северным полюсом вверх. А следующий будет наоборот. Если в переменном токе, там северным полюсом смотрит вверх, нижний южным полюсом вниз. А в следующем наоборот. Этим южным полюсом вверх, северным вниз. Ну, в общем, я думаю, понятно. Вот в проволоке эти ядра атомов смотрят вот так. Один вниз, другой вверх. Один вниз, другой вверх. Это есть электрический ток. А так как это есть генератор, а так как он генератор, то в нем есть собственное электрическое поле. Больше всего в меди, еще больше в золоте. Но золото, оно дорогое, поэтому его применяют только не как проводник, а в основном идет как радиодетали. В общем, в проводе ядра атомов повернуты навстречу друг другу одноименными полюсами. Это и есть электрический ток. А поворачивает их эфир. Эфир – это не материя, но эфир имеет свойство к поляризации. Вот когда эфир обработан магнитным полем, это значит, он поляризован. И так как он не материален, он без сопротивления проходит по проводу. И все, тогда после этого здесь получается две трубы. Одна труба – это ток, сверху еще одна труба – это уже вольты. Вольты – это фаза перехода в ноль. То есть напряжение – это есть величина, которая характеризует напряженность тока, а также количество. Если на одном проводе повернуты, например, 50 секций, или, проще сказать, 50 атомов, это значит будет 2 вольта на одном метре. А если их будет 100, значит будет 4 вольта.
Ну, там есть еще нюансы. Допустим, если у магнитного поля ротора плотность больше, как у меня там на 50% больше, то тогда получается 3 вольта на 1 метре провода. А если увеличить частоту вращения, получается 6 вольт. Это легко. Главное знать, что каждый атом имеет свой собственный генератор. А потом можно будет видеть, где есть ошибки. Потому что, когда слушаешь умных людей, то из-за их авторитета ты машинально зомбируешь сам себя. А человек очень умный. Вот одна фраза. И формулировка, форма передаю людям как знание. Я высвечиваю ложь любой научной теории, которую придумали шарлатаны из уголовной Европы, и насаждаю на русской земле по сегодняшний день. Они создали здесь уголовные структуры власти, с помощью которых создают так называемую систему нейролингвистического программирования. То есть каждый житель нашей земли, где бы он ни проживал, а в первую очередь умных, нужно сделать идиотами. Вот правильно говорит. Но дальше он свои вирусы начинает распространять и вкладывать в головы людям. То есть, первое, вот эта таблица, она правильная, только она неправильно нарисована. Один шар внутри другого шара уже неправильно. Во-первых, жизнь – это ядро, оно же генератор. Это оно имеет силу притяжения, поэтому к нему притягиваются определенные структуры и оболочка, которая создана с помощью этого генератора, называется атом. Ну, можно еще раз, вот она, да, оболочка. Потом один атом притягивается к другому атому, но они оба эгоисты, поэтому между ними всегда проходит граница. И эта граница бывает разная. Например, алюминий, да, вот алюминий имеет такое свойство. Его там, ну кратко скажу, секреция. Вот есть такая женская секреция, то же самое есть у алюминия. Он выделяет жидкость, которая блокирует атом от проникновения кислорода, поэтому он никогда не ржавеет. Ну вот бывает, на этой основе сразу бывают ошибки. Вот те же самые итальянцы, они взяли, приклеили магнит к алюминию. Это делать нельзя никогда, потому что там есть пленка. Алюминий даже, когда приваривается, то даже между атомами и сварочным швом остается граница, а в этой границе обязательно будет жидкость. Та же самая секреция. Производство для производства построить. То есть вот секретный элемент, вот, который убирает сопротивление, вот здесь в трансформаторе он еще и добавляет напряжение на всех катушках. Экономия 50%. Это значит, на моем трансформаторе выходная мощность в 2 раза больше входной. А при малой нагрузке на входе 0. Все, бесплатно. То вот тоже тяжело. Я предлагал оформить как зарядное устройство для аккумуляторов. Тут же много этих
электрических, заряжай бесплатно. Просто двойная прибыль. Получаешь деньги за заряд. А налоги не платишь, потому что не хотят. Что такое? Он рассказывает про колебательный контур. В смысле, как работает этот прием. Это емкостное сопротивление и конденсаторное сопротивление. Они друг друга не убивают. Я у него спрашиваю, так, емкостное сопротивление, это получается электрический ток. А что, электрический ток имеет сопротивление? Это для него это впервые. Ток – это материя. Значит, если это материя, значит, не должно быть сопротивления. Вот как замерить сопротивление электрического тока? Или, допустим, заходим в Википедию, там написано, вот этот заряд, его замерили в вольтах и пишут мощность. В вольтах мощности быть не может. Раз. Второе. Тут вольт тоже быть не может. Потому что на 2 вольта при 50 герцах нужно 2 метра длины провода. Либо этот провод размазать в виде сечения тонкого, типа конденсатора. Тогда по площади и по отношению проволоки длиной 2 метра будет 2 вольта. Или там 2 электровольта. То есть в вольтах мощности не бывает и быть не может, потому что мощность – это электрический ток. Вот в амперах может быть, а в вольтах не может быть. И это емкостное сопротивление. Значит, детям рассказывают. Катушка – это емкость. Вот она наполняется током. Когда наполняется, она все полная. Да, давай туда воткнем чего-нибудь в эту емкость, проверим, где там этот ток. Втыкаем, ничего нет. Значит, ты врешь. А зачем? Но это образно для того, чтобы вы поняли. Мы ничего не поняли, потому в результате никто ничего не знает. А на самом деле электрический ток – это эфир. То есть, вот, чтобы вы подводим черту, если 6-7 класс там рассказывают, электрический ток – это направленное движение зарядов. 2 раза вранье. Зарядов нет, потому что их надо родить. Кто их родил? 3 вранья. 3 еще по проводу никакой металл не пустит инородное тело, тем более заряд. Потому что они все живые. Там металл, если разрезать, даже медь, там получаются такие, как у пчел, 6-гранные, видите, как они. А вот я когда делал себе, проводил опыт, я склепал медный провод. Получается, чем больше на объем ядер, тем больше мощность генератора. То есть сам провод это и есть генератор. А если он склепанный, он получается намного мощный, на это же мощный по отношению к расстоянию к железу. Если расстояние к железу микрон, мощность бешеная. Подводим черту. То есть, если по учебнику спросить у этого преподавателя, который ведет кружок, ток не может передавать мой голос. На, послушай, вот он ток. Или там взять батарейку. Я ничего не слышу, что-то он молчит. Одни искры летят. Чтобы послушать
электрический ток, надо немножко сойти с ума, потому что там нет ничего. Телефон работает в виде эфира. По проводу идет эфир. А эфир это не материя. Вот он спокойно проходит и передает информацию, переносит всю информацию. Это вот то же самое вышел на Русь. Это вышел в эфир с Солнцем. Вот все, что происходит внутри Солнца, в его генераторе, то твои генераторы вступают во взаимодействие с ним. Поэтому тебе может нагреваться не только снаружи, а даже изнутри. А если бы Солнце разговаривало, да, оно бы тебе передало информацию через эфир по дороге. И ты бы это все. Тем более, еще раз, вот, тест. У всех советников, у всех инвесторов есть советник. Советник, как всегда, он не знает, что такое электрический ток, но зато у него есть какой-нибудь диплом, еще может быть звание, доктор наук в области электроэнергетики. Давай проверим, спроси у него, сколько будет в переменном токе 5 минус 5 вольт. Он же обязательно скажет 0, а нет. Вот обычная синусоида, да, которую все видят каждый день, везде, допустим, на осциллографе. На осциллографе это потому, что с фазы ток эти атомы выстраиваются навстречу друг другу одномерными полюсами, вот так, на одном проводе, на втором его нет. Ток, что такое электрический ток? Это поляризованный эфир, пущенный атомами нагрузки для устранения причины, которая нарушает их равновесное состояние. И этот поляризованный эфир заставляет ядра атомов поворачиваться навстречу друг другу одноименными полюсами. Север против севера, юг против юга. И вот так по одному проводу они идут. А потом колеблются. Когда ток нагрузки давит на этот ток, то ток генератора передавливает ток. То есть вибрирует. Никто никуда не движется, нигде, никаких зарядов, ничего не ходит нигде. Поэтому так как, значит, почему 10 вольт? То есть 5 минус 5 в переменном токе равняется 10 вольт. Не 0. Почему 10 вольт? Потому что на нулях север против севера, вот здесь. Стрелка. Север направлен против севера. А на выходах между ними там плюс 50% мощности. Это я сейчас расскажу. Короче, вот на нулях, только не в этом месте. Значит, вот эта парабола, это совсем неправильно. Ротор поворачивается одновременно, пересекая и север, и юг. И северный полюс, и южный полюс. Поэтому вот эта синусоида должна быть правильная, эллипсная. Есть такое еще перевернутая волна, да, лечат которая. То есть эта перевернутая волна убивает ту волну, которую излучает больной орган. Это значит, что 5 выше нуля плюс, а ниже нуля минус. Север и юг. Значит 5 вольт должны убить друг друга. Но они не убивают, потому что в проводе полюсы направлены, ток направленный навстречу друг другу одноименными полюсами. Это здесь. А
Вот здесь на нуле, здесь 15 вольт между полюсами. Это тоже никто не знает, кроме меня, по-моему. Вот, как проверять? Если кто-то говорит, что у меня 3 высших образования, и я советник инвестора, сколько вольт содержит 1 метр проволоки сети? Любой, катушки, ЛЭП, высоковольтную передачу, мотора, генератора, сколько вольт? Он не знает. Отвечаю, 2 вольта. А теперь дальше идет Никола Тесла. Вот, когда фазы совпадают на двигателе автомобиля, потребление большое, а крутящий момент маленький, потому что это асинхронный. А должно быть правильно, если фаза между током и напряжением. Вот ток — это напряжение. Если фаза смещается, на 90 градусов, ток отстает от напряжения, потребления нет совсем, никакого, ноль. Потому что мощности нет. Мотор работает, машина едет, все нормально, только по ровной. А если надо подняться наверх, тогда это когда правильно использовать мотор. В мире такого нет. Там идет такая показуха, чтобы скачать деньги с клиента. Клиент взял, купил и потом скачивать с него каждый месяц на какой-нибудь ремонт или еще что-нибудь. Это больше, чем полгода она работать не может. Тогда они смещаются. Ну, вот так.